Фанаты волейбола, всем привет! Продолжаем работать в напряженном графике вместе с командами. Сегодня поговорим о восьмом туре Пари Суперлиги. Узнаем, смог ли продлить свою победную серию Урал и получилось ли у Львов наконец-то победить питерский Зенит. Как обычно, напомню, что все прямые трансляции и записи матчей вы можете посмотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. А также вновь попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать в комментариях вашего любимого волейболиста и подписаться на телегу, чтобы вместе со мной пытаться угадывать результаты матчей. Ну а теперь давайте начинать. Приятного просмотра! Начнем с Самары, где Нова принимала кемеровский Кузбасс. В первых двух сетах гости с самого начала получали преимущество, которое либо просто удерживали, либо наращивали к концовке. 20-25, 15-25. В третьем игровом отрезке хозяева не отпускали соперника и шли вровень. Правда, у гостей нашелся джокер в виде Славика Стадинова, который эйсом заработал брейковое очко, а затем Петкович и Пакшин решили исход матча 22-25. 0-3 гостевая победа кемеровчан. В очередной раз самым результативным игроком стал доигровщик Кузбасса Роман Пакшин, набравший 19 очков. Протокол матча и мой прогноз, как обычно, на ваших экранах. Перемещаемся в Казань, где «Зенит» собирался оперативненько вторым составом обыграть Нижегородский АСК. Провалив начало сета, гости на подаче Антона Карпухова совершили невероятный рывок, превратив плюс 2 «Зенита» в минус 3. А после блока Александра Петыркина на кольце счет и вовсе стал 18-21. Но Дмитрий Волков не собирался растягивать этот матч. Он забил 4 мяча подряд и вывел команду на сетбол, который казанцы с удовольствием реализовали 26-24. Вторая и третья партии уже проходили под тотальным контролем подопечных Алексея Вербова. Поиграли все 25-15, 25-16. Уверенная домашняя победа волейболистов из Казани, которые с нетерпением ждут субботы, чтобы встретиться с Локомотивом в ответном матче Бэт-Сити Кубка России. Самым результативным игроком стал Кирилл Клец, набрав 16 очков. Прибываем в Москву, где «Динамо» экзаменовала новоуренгойский «Факел». Первый сет москвичи уверенно забрали, а вот во втором игровом отрезке новоуренгойцы дали настоящий бой. В сложный момент в концовке проявили себя динамовцы, которые получали мало игровой практики по ходу этого сезона. Два блока Максима Белогорцева и атака по пальцам от доигровщика Ярослава Подлесных. 25-23 и 2-0 в пользу «Динамо». Третий сет получился не менее напряженным. Хозяева даже имели матчбол, но удачный выход на подачу Никиты Морозова на балансе решает исход партии в сторону «Факела» 24-26. В четвертой партии борьбы не получилось. На подаче Павла Панкова москвичи сделали рывок, который уже не оставил вопросов о победителе этого матча. 25-16, 3-1 – достаточно уверенная победа волейболистов из Москвы. Самыми результативными игроками в матче стали диагональные команд – Корней Энц и Романас Шкулявичус. Статистика и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Перемещаемся в Оренбург, где «Нефтяник» принимал красноярский «Енисей». Матч получился на заглядение для нейтральных зрителей и максимально валидольным для болельщиков играющих команд. В первом сете на подачу Филиппова гости обогатились неплохим преимуществом, которое смогли нарастить и удержать до конца. Точку поставил диагональный Роман Мурашко 18-25. Вторая же партия подарила нам интригу. До баланса команды шли вровень, но эйсы Жося и Панова принесли победу хозяевам 27-25. В третьем сете хозяева подошли к концовке сета с 4-очковым преимуществом, но реализовать сетбол получилось только при счете 24-23. Это сделал Алексей Самойленко. В середине четвертого игрового отрезка, благодаря стараниям Мурашко и Кухно в атаке, красноярцы уходят в отрыв. Урсов эйсом добывает сетбол для своей команды, а все тот же Мурашко переводит матч на тайбрейк 17-25. Про пятый сет и говорить особо нечего, красноярцы не оставили ни единого шанса хозяевам. Вновь хорош был Мурашко. 9-15 и 2-3 тяжелая гостевая победа красноярской команды. 26 очков набрал Роман Мурашко, протокол матча и мой прогноз, как обычно, на экранах ваших устройств. Еще одним пятисетовым противостоянием получился матч Солигорского Шахтера и Газпром Югры. Первый сет уверенно забрали себе хозяева 25-18. Второй игровой отрезок на балансе вырывают себе сургутяне 24-26.
В третьем же последний сетбол реализует Авдотченко атакой на двойном блоке 25-23. В четвертой партии на подачах Каратаева гости устремляются к пятому сету, которого в итоге и добиваются 21-25. Тайбрейк же стал апогеем данного противостояния. Команды шли ровно, не отпуская друг друга даже на пару очков. Все решилось при счете 13-13. Богатко забил тяжелейший мяч на тройном блоке, а затем центральный блокирующий сургутян Петр Красманович отправил мяч в аут. 15-13, 3-2 домашняя победа Шахтера. Самым результативным игроком стал диагональный Горняков Павел Авдотченко, где статистика и прогноз, я думаю, вы сами знаете. Ну а мы оказываемся в Новосибирске, где Локомотив заканчивал домашнюю серию игр матчем против достаточно неудобного соперника – Динамо из Ленинградской области. По семейным обстоятельствам главный тренер Локомотива Пламен Константинов отсутствовал на этом матче, но это не помешало сибирякам под руководством Георгия Петрова не оставить ни единого шанса сопернику. В стартовом составе вышли Сергей Савин и Павел Круглов. Последний для игрока, который после предыдущего сезона закончил карьеру, провел шикарный матч. Ну а сосновоборцы, видимо, на предматчевом разборе забыли о главном оружии новосибирцев. Дмитрий Лызик и Илья Скуркаев выдали невероятный матч, набрав по 14 очков. 25-20, 25-17, 25-21. 3-0 домашняя победа Лока, который отправляется в Казань, чтобы постараться выйти в финал Кубка России. Протокол и мой прогноз на экранах. Теперь прибываем в Нижневартовск, где хозяева принимали звездный, но никак не набирающий ход Урал. В первом сете блистал доигровщик Самотлора Никита Аксютин, набравший 8 очков. Партнеры его хорошенько поддержали, и вот уже 4 сетбола у хозяев. Картину местным зрителям подпортил диагональный Урала Евгений Рыбаков 2 эйсами, но попытка укоротить подачу не увенчалась успехом 25-22. Вторая партия побаловала зрителей потрясающими затяжными розыгрышами. Один из которых успешно завершил Сергей Костров. Команды добрались до счета 23-23, но переводить игру на баланс югорцы не были настроены. Аксютин останавливает блоком Ковачевича, а Рыбаков упирается в руки новичка Самотлора Станислава Касселя 25-23. В третьем игровом отрезке на подачах Милада и Бадипура уфимцам удалось заработать преимущество, которое они за счет классной игры Уроша Ковачевича и большого количества ошибок от югорцев смогли приумножить к окончанию сета 19-25. В четвертом же сете при 8-8 начались такие страсти, что любой турецкий сериал может только позавидовать. Давайте же разбираться, в чем тут собственно дело. Игроки Урала уверены, что мяч улетел на их сторону в проекции сетки, поэтому мяч должен достаться им. Главный судья принял другое решение, а за горячие споры после желтой показал и красную карточку Александру Будько. Оставлю этот эпизод для вашего экспертного разбора в комментариях. В концовке партии еще одну красную карточку получил иранский легионер Урала Милад и Бадипур. Этот момент на трансляцию, к сожалению, не попал. А Югра Самотлор методично, под шумок, пока уфимцы тратили силы и эмоции на споры, взяла да и забрала сет. И собственно матч себе. 25-18, 3-1, сенсационная домашняя победа волейболистов из Нижневартовска. 21 очко набрал Урош Ковачевич, но не могу не отметить 7 блоков от Станислава Касселя. Протокол и прогноз на ваших экранах. Получается, торт мы с вами уже съели, приступаем к самому сладкому, вишенки на нем. Матч питерского «Зенита» и Львов из Белгорода. Поединки белгородцев в последнее время не обходятся без спорных моментов. Этот матч не стал исключением. Но здесь я не понял ровным счетом ничего, сколько бы ни пересматривал эпизод. Вновь жду ваше мнение и объяснения в комментариях. Хозяева ушли в отрыв на подачах Яковлева и уверенно забрали первый сет себе 25-20. Во втором и третьих сетах главной проблемой «Зенита» было то, что они не могли создать своей подачей проблем на приеме у Белогорья. Порошин, имея прекрасный прием, планомерно загружал своих нападающих, что позволяло держать стабильный съем.
Не помогли Виктору Сидельникову и замены. Ни выход Кобзаря с Полетаевым, ни всемогущий Титич проблем для Львов создать не смогли. 20-25, 22-25 соответственно. Четвертая партия проходила в равной борьбе. На площадке остались Кобзарь и Полетаев. Соперники не выпускали друг друга вперед, но финальный рывок все-таки удался львам. Белгородцы подняли скидку Тихонова, и точен был в атаке Павел Тетюхин. А на сетболе Волков выпустил на подачу Кирилла Чекмизова, который является воспитанником питерской школы волейбола. Он выполнил классную подачу, а точку в сете и матче поставил Червяков. 21-25, 1-3. Тяжелая и важная победа белгородской команды. Мохаммед Аль-Хадждади и Джан набрали по 20 очков. Остальная статистика и мой прогноз на ваших экранах. Вот таким получился 8-й тур российской Пари Суперлиги. Кстати, у меня получилось угадать 7 из 8 победителей матчей. Подвел Урал. А вот подписчики моего телеграм-канала, которые угадали больше точных счетов матчей, чем я. Таблица и расписание 9-го тура на ваших экранах. Огромное спасибо каждому за просмотр. Давайте дружно подпишемся на канал и поставим лайк этому видео. Ну а с вами был Фанат Волейбола. До скорой встречи!